И снова здравствуйте. Свобода облегания. Не такой сложный вопрос, как кажется. Но кажется это всем долго и всерьез. Так что буду без предисловий. Во-первых, это неосязаемое, неизмеряемое понятие. Нет однозначной и четкой формулы, которая скажет, куда и сколько добавить сантиметров, чтобы получилось то, что надо именно каждому желающему. И здесь можно только проявить насмотренность, опыт, чувство ткани, вкус дизайнера. А вот что закладывать под опытом и пониманием ткани? Я расскажу свое видение основных нюансов, из которых складывается повышенная вероятность приблизиться к желаемому результату. Предлагаю начать с простого, что уже оценено точными цифрами. Рекомендуется под пояс и под жакеты использовать свободу облегания меньшую, чем для изделий самостоятельного ношения, сантиметра 2 на полуобхват по груди. Некоторые вертикальные параметры стоит учитывать, хотя все знают, что дополнительный сантиметр по вертикали вниз опускаются складкой. Если изделие зафиксировано, например, на талии поясом, на запястьях манжетами, то дополнительную длину этого участка нужно добавлять, чтобы сохранить удобство при движениях, чтобы не вздергивать все изделие, а сохранить закрепленные участки на своих местах. Я соблюдаю прочитанную когда-то рекомендацию по дополнительным 6-8 см к длине рукава, 8-10 см к длине до талии при наличии пояса. Да, будет образован напуск в свободном состоянии, а при поднятии руки его длина пойдет на комфортное движение. Необходимо учитывать усадку, уработку. Надо заранее понимать, какая будет отделка, количество швов, декоративных строчек, чтобы заранее все закладывать в прибавку. Технологическая обработка также должна быть заложена заранее, как и термодублирование ВТО. Также не сразу к свободе облегания, но к имеющей к ним отношение цифрам. Например, линия талии. Ее положение может быть скорректировано. Для легкого платья не надо ничего добавлять, а на более толстой ткани и следующие слои одежды под изготавливаемым изделием уже надо, так как на теле получается больший объем от всех тканей. То есть линия талии от тела отделяется на некоторое расстояние из-за всех слоев ткани, увеличивая тем самым вертикальный замер от основания плеча, центра до линии талии. Для отрезного по талии платья шов стачивания лифа и юбки также сам по себе дает объем, потому надо давать дополнительные миллиметры к длине изделия до талии. Иначе говоря, линию талии отрезного изделия спереди опускают по центру вниз. Для легкого платья линия талии занижается на 5 мм, для верхней одежды до 1,5. Верхняя одежда не отрезная, но ниже слои одежды в районе талии все же есть, поэтому опускается линия талии на 1 см. Также линию талии сводит на 1-1,5 см ниже изначальной линии для фигур с большим выступом живота, но это относится к конструкции. То есть, повторюсь, играет роль наслоение, толщина тканей, уработка. Также, конечно, речь идет о горловине переда. Эти моменты также должны быть учтены. Потому, чтобы учесть эту линию горловины переда, надо добавить в высоту для легкой одежды на полсантиметра, для жакета на 1,2 или до 1,5 см увеличивается длина отрезка, для демисезонного пальто на 1,5-2 см повышается линия, для зимнего пальто на 2-2,5 см. А если шалевый воротник, то вообще 2,5-3 см. После этого линия горловины должна остаться на запланированном изначальном месте в готовом изделии. Горловина приподнимается на 1-1,5 см также и для коррекции баланса при большом выступе живота и груди. По спинке к длине плеча могут быть прибавки, модельные какие-то. А вот к высоте наклона плеча, в том числе на подплечник, к длине спины до талии, также могут быть прибавки.
Предлагаю взглянуть на данные эти в таблице одного прекрасного учебника, который хорошо все это иллюстрирует. Прибавка к длине спинки до талии, глубине проймы, ширине, высоте, глубине горловины для легкого платья, жакета, пальто зимнего, демисезонного. И также прибавки на свободное облегание к обхвату плеча для разных силуэтов рукавов. Также можно для разных силуэтов, узкие и более объемные, посмотреть на то, как для создания данных силуэтов распределяется прибавка по талии и бедрам, в зависимости от изделия, платье, жакет, пальто, а также как можно разбить по данным видам изделий и силуэтам прибавку по груди, по участкам грудного пояса. И все-таки, что такое свобода облегания? Более подробно. По сути своей, это та воздушная прослойка, что остается между телом и внутренним слоем одежды. Она нужна для воздухообмена, удобства, но на одежду мы смотрим снаружи. Потому просчитывать нужно именно внешний вид верхнего слоя ткани. Если разговор о футболке, то, в общем-то, это одно и то же. А если это сложная конструкция платья, пиджак, зимнее пальто, вот и возникают сложности. Ведь все помнят, как строятся воланы. Многослойная одежда – это и есть волан. Мы в центре, дальше идет внутренний слой подкладки, утеплителей и всего прочего. Это внутренний круг волана, если так сравнивать. Он меньше внешнего круга, верхнего слоя одежды. Потому мы должны рассчитать внешний слой, который сформирует не только удобство, но и желанный силуэт. И главное, не бояться полученных цифр. Нам не цифры носить. Одежду обычно делят на ту, что надевают на тело, обычно называется первым слоем. Далее второй слой – рубашки, блузы, платья, потом пиджаки, верхняя одежда. Они различаются именно тем, что каждый последующий вид одежды должен своей свободой учитывать возможность комфортно носить под собой все ниже учитываемые слои одежды, тем самым увеличивая свой изначальный объем. Когда-то были созданы такие системы, как EMKSEF, Social, и в одной из них была прекрасно проиллюстрирована данная ситуация. Своего рода человек и многослойность одежды, капуста такая. Первый слой – белье. Он не предполагает свободу облегания. Если это не комбинация под платье, но хотя я ее расчет бы отнесла к расчету платья. А вот материалы маек, трикотаж и другое белье, отличное от тканей, имеют отрицательный коэффициент растяжения. То есть их надо изначально растянуть от изначального положения, чтобы они обтягивали фигуру как надо. Не к ширине полотна добавить сантиметры, чтобы ширина была больше ширины участка тела, а наоборот уменьшить расстояние, чем тело. Либо белье нательное не имеет свободы по своей конструкции. И обмеряя тело для расчетов, мы обычно остаемся в белье, поэтому эти миллиметры в расчет не идут. Потому сейчас больше разговор о платьях, блузках, как о первом слое, пиджаках, верхней одежде. Часто рассуждаем, мы пытаемся в голове у себя представить все возможное многообразие. Это как узкое, красивое, элегантное платье, так и огромный оверсайз. И когда нам называют какие-то цифры, какие-то критерии от стальки-то до стальки-то, то сразу возникает вопрос, а как же вот оно? Что-то то огромное, большое, необъятное, там все проще. Хотелось бы разобраться в красивых изделиях, которые действительно имеют какой-то силуэт, образ. И поэтому все создаваемые учебники обычно больше предполагают возможность именно конструктивных каких-то решений, красивых рельефных изделий. Даже прямых, свободных, в том числе это конструкция. Итак, многие слышали, что есть технически конструктивные и декоративные прибавки. Основная суть в том, что есть прибавки необходимые минимальные, и есть те, что создают форму, силуэт, объем модели. Без первых прибавок никуда. Вторые можно менять по желанию. Но и те, и другие прибавки обычно не постоянны, а зависят от большого количества факторов. На все в интернете можно найти много таблиц. Как всегда, основное правило, прежде чем использовать, надо точно узнать, откуда она, из какой системы, какие обозначения были использованы. Во-первых, большинство нормальных методик, более-менее современных, используют обозначение S для полуобхватов, O для обхватов. Но расчет, как и построение ширины и объема, берут обычно все-таки в половине измерения, так как это на выкройку, которая и строится в половину обхватов ширины.
Не все указывают, какой объем груди лежит в основе построения выкройки. Объем груди второй или третий. Для меня это сразу всегда табу. Потому что это разные цифры, и они в себе содержат разные участки тела обмеряемые. Потому и прибавку надо брать к тому измерению, о котором идет речь в системе. А это не всегда указывают. Например, прибавка к обхвату груди. Ладно, когда здесь может идти речь просто о конструктивном поясе, просто месте, например, грудь, а не талия, куда добавляются прибавки, это одно. Но когда выбирают выкройку, готовую для построения, и авторы любезно могут даже написать о прибавках, что бывает почти никогда, в последнее время стали чаще указывать. Но не указывают, речь идет о полном или половинном объеме изделия. К чему прибавка? Как понять, что получится на выходе? Потому с таблицами также надо быть аккуратнее, не только с готовыми выкройками. В общем, надо много разбираться, и не факт, что получится все правильно. Потому первое золотое для меня правило – указание вида измерения конструктивно, где применяются прибавки. И обязательно указывать, что строим выкройку на половину объема и в таком же ключе наполовину на ту же выкройку, а не на все изделие. Указывать прибавки. В длину, естественно, они всегда в полном измерении указываются. Места применения прибавок в плечевых изделиях. Грудь, талия, бедра, плечо, обхват, глубина, ширина горловины, ростка, горловины сзади, ширины спины, груди, проймы, конкретные участки, свобода проймы по глубине, длина спины до талии, высота плеча косая для наклона плеча, перед до талии, высота проймы сзади по центру спины. Далее. Существует для тканых материалов минимально возможный сантиметр для выкроек плечевых изделий на половинный обхват. Чтобы в них влезть, дышать, минимально спокойно двигаться. Есть большое количество проведенных ранее замеров фигур, поэтому лучше просто поверить. Так, прибавки по груди для платья это примерно 1,5 сантиметра. Но по факту это 2-2,5 сантиметра. Для костюмов 3-3,5, пальто это 4-4,5 сантиметра с учетом толщин ткани. Поэтому и диапазон, что толщина ткани может быть разной. Повторюсь, речь идет о том, что изделие можно надеть, оно будет плотно облегать фигуру, в нем можно дышать, ходить, двигать руками для каких-то бытовых целей. Рукава также настолько узкие, что в трамвае держаться за поручень уже не получится. Выгуливать собаку тоже будет неудобно. Как можно заметить, обычно используется диапазон, а не одно число. Это также обоснованно. Ширина спины, проймы, груди. На эти участки делится прибавка по груди в целом. Половинный объем на выкройку, но именно вот этот объем прибавки делится на конкретные участки. Считается, что грудная клетка при дыхании расширяется, но не спереди, а вся. На это дана сама прибавка по груди. А вот больше передняя часть корпуса движения не совершает. Потому туда добавлять ничего не надо. Если мы опять-таки говорим про самые минимальные варианты прибавок. Если двигать руками, наклоняться вперед, увеличивается спина, область лопаток. Потому на ширину спины идет немного. В изначальном варианте это где-то 15-20% на минимальные какие-то действия. Остальное нужно на пройму, 85-80%. Совершая движение, человек смещает одежду вокруг корпуса. Потому промежуточное положение между грудью и спиной, речь сейчас о пройме, такая большая прибавка достаточно логична и удобна. Перемещается большая часть прибавки туда, где она необходима в какой-то определенный момент действий. Если пройма углублена до талии, то ширина проймы прибавку не получает. Все распределяется между грудью и спиной. Кроме технической прибавки, нужно еще что-то добавить на сам образ. Потому эти цифры, минимальные в сантиметрах, становятся больше. В любых таблицах указывается силуэт, прямой, приталенный, полуприталенный или аналогичные названия. Расширенный, трапециевидный. В зависимости от силуэта будет больше добавка и разный процент распределения прибавки по участкам груди. То есть изначально у нас есть некоторый минимальный базовый, все остальные изменения от него обычно увеличивают грудь и спину, уменьшают пройму. Насколько зависит от силуэта и фигуры, назначения одежды. Во всех источниках разные данные. Я придерживаюсь следующих данных.
На ширину груди для платья без рукавов можно вообще 0%, до 15% при расширенном силуэте на грудь. На ширину проймы от 80% при узком варианте до 60%, то есть уменьшается в процентах при свободном силуэте. Чем свободнее образ, тем больше спинка, от 20 до 25% свободы при приталенном варианте. Но есть ограничения в сантиметрах. Нельзя сказать, что выбрав любой максимальный объем спинки, можно распределить в процентах соотношения эти сантиметры. Максимальным вариантом является некоторое число, после которого увеличение идет уже не за счет добавленных сантиметров, а за счет конструктивных манипуляций расширения. Иначе говоря, надо использовать коническое расширение. Фалды, сборки для расширения фрагмента сверх максимальных сантиметров. Для платья к ширине спинки прибавка в сантиметрах не более 1,5 сантиметров для приталенного варианта. Для прямого и расширенного образа при желании расширить от 1,5 сантиметров, надо использовать коническое разведение. То есть, взяв минимальный самый образ, техническую прибавку, добавляя декоративную, добавляются сантиметры к самой минимальной технической. То есть прибавка будет складываться из техническая плюс декоративная. И вот эту декоративную можно добавлять столько, сколько нужно. В сумме вся прибавка будет какого-то объема. То есть в данном случае речь идет о том, что расширяется именно силуэт по груди. Дальше, расширяя образ, идет также расширение других конструктивных участков. Расширяя пройму, ее можно углублять настолько, насколько нужно для образа. И вот при пройме глубиной до талии прибавка проймы 0%. Спинка 60-65, грудь 40-35. То есть, когда глубина проймы доходит до самой талии, никакой прибавки к ней не делаем. Свободы облегания уже здесь нет. Пройма сама по себе минимальная, просто минимальная. Но надо понимать, что пройма до талии не при узких вариантах силуэта строится. То есть не надо запоминать все возможные таблицы, сколько где что найдется. Обычно минимальная свобода облегания, минимальный узкий образ. Шире прибавка к груди, шире, свободнее образ. Естественно, глубина проймы, в которую встраивается рукав, втачивается, она также не будет супер маленькая, минимальная для большого широкого образа. Рукав предполагается для гармонии более широкий, поэтому пройму надо увеличить. Мы не можем бесконечно увеличить в ширину, но мы можем дополнительно углубить вниз, увеличив, чтобы рукав был шире, пройма длиннее. При самом узком силуэте на грудь прибавки нет, надо все равно как-то двигаться. Идет немного на спинку, остальное на пройму для движений. Дальше, расширяя силуэт, мы не расширяем его в пройме. Обычно все расширяется спинка, перед. Значит, пройма уже не нужна для комфорта настолько сильно. Ее роль уменьшается. Повторюсь, говоря про рукав, я говорила про углубление. Сейчас говорю про расширение проймы. То есть вертикальное изменение и горизонтальное расширение участка грудь-спинка проймы — это не одно и то же. Сейчас я говорю про ширину. Пройме при очень широком силуэте, образе, ширина не нужна. Возможность двигаться, изменяться объему лопаток есть и так за счет достаточно широкой спины, груди. То есть пройма для комфорта так уже не нужна. Ее роль заключается уже в данном случае только в том, чтобы втачивать в нее рукав. А для этого она может быть минимальной, которая она есть, но при этом углубленная очень сильно до максимальных пределов. Пройма — это то, что при узком варианте облегания подчеркнуто как переход в боковую плоскость. Когда образ очень свободный, эта грань стирается. Полочка и спинка где-то в стороне от тела сходятся друг с другом. В самой пройме смысла уже нет. Она остается швом боковым. Потому и есть понятие «щелевая пройма». Остается лишь необходимость как-то оформить разрез для руки, рукава. Чтобы образ был более гармоничным, рукав также свободный, не подчеркивающий объем руки. Потому отверстие под рукав, пройма, становится очень низкой, ближе к талии. Потому и возникает сложность
На пройму все меньше надо свободы, на грудь и спинку тоже не бесконечно, так как без точки опоры плечей она спадет. Вот и получается, что есть некоторое число, до которого возможно расширение, а дальше уже идут конструктивные методы. Современный оверсайз потому и удлиняет плечо, как бы пытаясь насколько можно продлить в бок точку опоры, чтобы максимально добавить свободы, но здесь тоже все не бесконечно. Потому для спинки и предложено не для таких огромных изделий, как оверсайз, а для более классических, не более 1,5 см свободы для узких приталенных вариантов, чтобы не было излишних складок между лопаток. Дальше уже добавляются какие-то декоративные добавки в виде фалд, складок. Силуэт. В зависимости от того, какая прибавка по груди, прибавка по талии и бедрам также может быть примерно представлена в процентах для создания приталенного, полуприталенного, прямого и расширенного образов. Так, талия – это 40-60% прибавки от прибавки по груди, по бедрам 20-50%. Получается прилегающий образ. Для полуприлегающего по талии идет от груди прибавки 60-100%, по бедрам 40-60% от прибавки по груди. Для прямого трапециевидного расширенного образов вообще идет по модели, по моде прибавки. К талии и бедрам берут меньше прибавки относительно прибавок по груди, так как они меньше видоизменяются при движениях. Если взять цельнокроенный рукав, реглан, прибавки по груди, чем у изделия с точным рукавом, будут где-то больше на 2 см. И тогда получится тот же силуэт по объемности. То есть, еще раз, сравнивая один и тот же силуэт, у которого вточные рукава, и такой же силуэт, но с рукавами реглан, для сохранения этого же зрительного силуэта надо прибавку по груди на 2 см больше. Бывает смешанный фасон, там можно 1 см прибавки по груди больше, чем для вточного рукава, для сохранения этого же силуэта. Итак, еще раз, чем шире используется рукав, тем больше прибавка к глубине проймы. Выбирая прибавки минимальные, определяются с прибавками по груди, спинке. Остальное идет из общего числа на пройму. Существует минимально необходимая ширина проймы. Если необходимая часть прибавки была распределена между грудью, спинкой из выбранной минимальной общей прибавки, а ширина проймы оказалась даже с прибавкой меньше нужного числа из таблицы, то либо недостающее значение для проймы забирают из прибавок других участков, либо всю минимальную суммарную прибавку увеличивают. Прибавка к обхвату плеча должна быть в балансе с прибавкой по груди, чтобы сохранить гармонию образа в целом. Считается, что прибавка к рукаву не меньше прибавки по груди. При этом, чем полнее руки, тем меньше прибавка. Это нужно для гармоничного образа, чтобы зрительно не увеличивать объем всего изделия, силуэта. Вообще это закономерно и для одной модели разных размеров. Чем выше и стройнее человек, тем больше прибавка. Сравнивая двух людей, тому, кто выше, дополнительно получается около полусантиметра прибавки. То есть сравнивая каждых 4 сантиметра обхвата груди и 6 сантиметров роста, если между одним и вторым человеком разница примерно в 4 сантиметра по груди, по обхвату и 6 сантиметров роста, то прибавка больше для этого человека примерно на полсантиметра. Или 4 сантиметра и 6 для роста называются сантиметрами без различий. Все, что меньше этого, пропорционально уменьшает прибавку. То есть 2 сантиметра обхвата груди и 3 сантиметра роста, это, допустим, там 2-3 миллиметра прибавка. Соответственно, еще 4 сантиметра и 6 сантиметров роста дадут еще 5 миллиметров прибавки. Тому же, кто шире и ниже, наоборот, надо отнять полсантиметра до 1 прибавки свободы от каких-то одинаковых табличных. Для вертикальных измерений прибавки обычно не делают, но это о технических прибавках. Не имея опоры, вертикальная ткань не будет держаться распределенно по всей поверхности вертикальной, а спустится вниз складкой, нарушая образ. Потому для тех изделий, где на всех участках ткань свободно спадает вниз, прибавки не делают. За счет имеющей свободы в ширину одежда может смещаться при движениях, куда необходимо. Например, при подъеме руки вверх, недостающая длина рукава от изменившейся длины руки, бок закроется тканью торса изделия. Некоторые прибегают к расчету дополнительной прибавки от толщины материала через формулу 3H. Так делают на самом деле многие. Где H – это толщина материала. Либо некоторые берут
свой коэффициент для каждого вида. Шелк 3, шерсть 2,5, хлопчатобумажной ткани 3,25 коэффициент. Некоторые рассчитывают толщину как дополнительный 0,5 см, 5 мм за каждый миллиметр толщины материала. То есть, если толщина материала 3 мм, то прибавка это 3 умножить на h равно 3, значит 3 умножить на 3 – 9. Если представить себе тело как шар, вокруг которого ткань, то формула длины окружности известна. Чем толще ткань, тем дальше находится внешний слой от центра, как у волана, тем длиннее окружность. То есть, чем толще ткань, тем шире деталь снаружи. Когда к системам конструирования прикладывают таблицу с указанием, что, например, платье 3-3,5 см прибавка минимальная, это значит, что левое меньшее число 3 для тонких тканей, большее правое число для толстых тканей. Разреженные ткани – это исключение, им надо средние или большие прибавки за счет своей структуры. Примерно таким порядком следует определять прибавку на ширину изделия. Также дополнительно закладываются прибавки на утепляющие слои. То есть сначала надо посмотреть, есть ли техническая прибавка, есть ли декоративная прибавка. Надо посмотреть таблицу толщин по тканям. Также прикладываю из одного прекрасного учебника техническая прибавка. Дальше можно посмотреть, какую рекомендуют прибавку по силуэту. Вместе это все даст общую прибавку. Также надо по таблицам можно глянуть, потому что таблица это то, что было просчитано на большом количестве фигур для создания нужных силуэтов компетентными людьми. Потому в данном случае стоит просто поверить и придерживаться этих таблиц. Второй момент – это по таблице глянуть для создаваемого силуэта на прибавки по талии и по бедрам. Затем определиться, нужна ли утепляющая прокладка. Если условное обозначение утеплителя в один слой, то умножаем толщину на 3. Если несколько, то 3h, где h – это обозначение утеплителя в один слой, умножаем на количество слоев. Также надо определиться с тем, что длина спинки до талии также должна быть с добавкой. Есть разные таблицы, которые рассказывают о том, для кого сколько. В одном из хороших учебников было найдено мной такое правило, как прибавка к длине спинки до талии – это 0,5 плюс 1,3 умножить на толщину основной ткани. 1,3 на толщину плюс 0,5. Если есть утепляющий слой какой-то, то плюс 1,3 умножить на толщину утепляющего слоя. Повторюсь, это прибавка для спинки по талии. Для переда похожая формула. 1,3 умножить на толщину основного слоя ткани плюс 0,5 и плюс от 5 мм до сантиметра. Это для демисезонных и летних изделий, а для зимних это еще плюс 1,3 умножить на толщину утепляющего слоя. Плюс уже можно не до сантиметра добавлять, а до 1,5. Также прибавка на высоту плеча косую. Это 1,3 умножить на толщину ткани плюс 0,5 для демисезонных и летних изделий и плюс 1,3 умножить на толщину утепляющего слоя для зимних тканей. Плюс толщина подплечник. Дальше. К ширине горловины спинки и переда для демисезонных летних изделий это 1,3 умножить на толщину ткани плюс 0,5 плюс 0,5 плюс 0,5h для зимних. Прибавка на глубину проймы по спинке. Логично, что чем меньше, уже стройнее изделие. Потому прибавка это 0,4 плюс 0,5 от прибавки к груди. Чем меньше прибавка по груди, тем меньше будет прибавка на углубление проймы. Рукав. Прибавки идут по таблице. Для зимних рукавов важно утеплитель. Для узких рукавов считается по формуле 5h, где h опять-таки толщина утеплителя. Если рукава широкие, то можно толщину утеплителя считать как 3h, то есть уменьшить немножко объемность. Если утеплитель идет в 2 слоя, то можно по рекомендациям ставить не во весь рукав, опять-таки это лишь рекомендация. Можно два варианта, например, 10 см не доходить до низа изделия по рукаву,
Или поставить, например, только до локтя. Оба варианта предполагаются второй слой в верхней половинке рукава, плечевая верхняя. И не забывать про припуски на усадки, уработки, дополнительные декоративные швы. Таким образом, если мы не говорим про безразмерные оверсайзы, которые строятся расширением, продлением плеча, углублением проймы, конструктивно оформленных изделиях, то нам надо решить, что мы шьем, из чего, какой мы силуэт хотим, что по талии и бедрам. И дальше уже можно ориентироваться по тем таблицам, которые существуют для каждой системы, либо разработаны по материалам, по толщинам, и уже из них пробовать. Таким образом, суммируя все, что надо, не так сложно получить нужный образ. А еще я предлагаю сейчас взглянуть на первое. Беру в интернете несколько первых попавшихся известных сайтов с готовыми выкройками, чтобы показать, что можно для тех, кто все-таки сомневается в том, что правильно ли рассчитано, взглянуть на просто примеры тех сайтов, которые выкладывают выкройки и рассказывают о том, какие свободы облегания здесь использованы для того, чтобы на них ориентироваться. Повторюсь, выбраны абсолютно случайно. Изделия также разные, просто для примеров разных. Прошу обратить внимание на то, насколько все эти готовые выкройки с большими свободами облеганий идут на просторные образы с резинками. Нет четких по фигуре отшиваемых изделий или их единицы. Почему? Потому что, конечно же, мешковатые, свободные, объемные изделия строить гораздо проще, подойдет гораздо большему количеству людей. Поэтому подчеркивающие фигуры приталенные силуэты – это не к готовым выкройкам. В всяком случае, не любой сайт открыть, взять и посмотреть. Либо придется много дорабатывать. Также предлагаю взглянуть на то, как в учебнике одном, который мне понравился когда-то, для самостоятельного построения всех выкроек даются примеры образов, рассказывается о том, какая использована на данную выкройку на полуобхват, какая использована свобода облегания и как она распределена между грудь, талия, бедра, грудь, пройма, спинка. Некоторые модели кажутся очень похожими, но за счет разной конструкции рукавов использована разная прибавка, о чем я говорила. А также надо включить фантазию и абстрагироваться от того, что это старые, кажутся несовременными образы. Главное это научиться понимать то, как строится силуэт, какие конструктивные приемы использованы, а насколько образ членить линий вертикальных, горизонтальных, брать ли какие-то расширения, волны, воротнички и прочее можно отбросить и взять только то, что надо. Надеюсь, хоть немного помогла разобраться в данном сложном вопросе. Удачного творчества! И отдельная благодарность тем, кто поддерживает, ставя лайки и подписываясь на канал. До новых встреч!